Всем привет! Сегодня у нас будет не совсем обычный видеообзор, и я вам покажу, как можно потратить 18 тысяч рублей и вместо хорошей, редкой, дорогой масштабной копии получить лишь набор запчастей. И мы рассмотрим то, что осталось от прекрасной модели трехосного бортового грузового автомобиля марки Büssing, модель 12000. Производитель этой масштабной копии — компания Autocult. Она известна многим поклонникам дорогих моделей, и они выпускают в основном редкие автомобили, которые не шли в серийное производство. У меня в коллекции довольно много изделий от этого бренда, но я их покупаю все равно выборочно. В основном это американская техника и автомобили марки Mercedes, хотя есть исключения в виде вот такого большого грузовика. И эта модель в Европе продавалась за 200 евро. Довольно большая сумма, но с учетом того, что это эксклюзивная модель, тем более такого грузовика в 43-м масштабе больше никто не выпускает, это вполне нормальная цена. И эту модель я приобрел в прошлом году, не показывал ее вам, потому что она ко мне пришла в некондиционном состоянии. И я помню, где-то год назад я общался с одним подписчиком моего канала и как раз рассказывал об этой модели и сказал, что когда-то все же я ее покажу. Вот как раз настал день X, и мы посмотрим, как выглядела эта масштабная копия. И причиной тому, что эта модель повредилась при пересылке, послужило несколько факторов. Во-первых, то, что эта модель сделана из полимера, это очень хрупкий материал, который требует бережного отношения. Второе, это то, что эту модель я покупал в зимний период. Низкие температуры, и из-за них материал становится еще более хрупким. Третье, это то, что транспортная или почтовая компания перевозила посылку очень неаккуратно. Я думаю, многие из вас сталкивались с таким, что модели приходили в поврежденном состоянии. И четвертое, это то, что несмотря на то, что грузовик довольно хорошо спроектирован, здесь есть критические моменты, которые нужно было доработать еще на стадии проектировки этой масштабной копии. И виновником трагедии послужил съемный тент. Эта деталь сделана тоже из полимера, она очень тяжелая, напоминает кирпич, и она никак не была закреплена на бортах грузового автомобиля. Здесь были небольшие пластиковые ленточки, но это курам насмех, их просто срезало, и тент под своей тяжестью отцепился от кузова и просто раздробил содержимое упаковки. И также стоит учитывать, что в почтовой службе модель могут перевозить вверх ногами, и как раз она от этого никак не защищена. И в этом плане, например, на моделях от Deepa, на SSM еще ставят дополнительный страховочный блистер, который прижимает те детали, которые могут отвалиться, как раз к подставке, а здесь такого не было. И давайте я аккуратно попытаюсь вынуть дисплей-кейс из картонной коробки. Я уже не помню, что конкретно здесь повредилось, потому что эта модель, повторюсь, у меня покупалась год назад. Я просто собрал все детали в пакетик, положил их в кузов, и, конечно, эту модель я думаю восстановить, но не знаю, когда займусь восстановительным процессом. И с магазином мы договорились о некой компенсации, потому что, повторюсь, эта модель довольно редкая, уже снятая с производства. Ну и, конечно, хотелось все равно иметь такой грузовик в коллекции. И здесь вы тоже видите, повредился прозрачный колпак, треснула боковина, также из-за того, что детали здесь просто летали в закрытом пространстве, очень много сколов. И, конечно, здесь уже совершенно некондиционный вид, но тем не менее грузовик не утратил своей красоты. Я поставил также вот такую пупырчатую бумагу, просто чтобы тент здесь не болтался. И вот так выглядит тент. Здесь тоже все обломалось, и мне изначально на этом тенте не очень понравилось, как сделаны крепежные нити для закрепления тента к бортам грузовика. Здесь получается отверстия, которые должны быть на самом деле просто в виде вот таких сплошных треугольничков. И вы тоже можете видеть здесь
все нитки попросту обломало. Я думаю, если делать ремонт, то можно полностью спилить эти детали и из настоящей ниточки сделать вот такие шнурочки. Также сломалась боковая часть, задняя часть, передняя часть. И некоторые детали, по-моему, у меня уже выброшены, потому что они были раздроблены на маленькие кусочки. И вообще вот такой тент, я думаю, нужно было отправлять отдельно от грузовика. И так многие люди поступают, когда речь идет о дорогой и хрупкой модели. И вот как раз здесь в кузове у меня собраны остатки деталей. Здесь также стенка за кабиной, которая располагалась на бортах кузова. Но сама кабина не сильно пострадала. Конечно, здесь есть сколы краски, и нужно будет подобрать ярко-оранжевую краску, чтобы их подкрасить. Но рама и кабина здесь более-менее нормальные. Конечно, отломалось зеркало заднего вида, второе держится, но стоит не очень аккуратно. Посмотрите, как здесь интересно сделана передняя часть. Очень симпатичная решетка радиатора. Также отлично сделана светотехника. И в плане проработки этот грузовик что-то среднее между продукцией Neo Scale Models и продукцией GLM. Здесь чуть-чуть лучше качество покраски и сборки, чем у Neo, но, конечно, оно не дотягивает до очень дорогих эксклюзивных моделей ручной работы. Здесь также окрашен интерьер кабины, сиденье пассажира в красном цвете, водительское сиденье черного цвета, отдельные дверные ручечки. Также на дверцах есть логотипы предприятия. Отлично сделаны колесные диски и покрышки. Также установили небольшие брызговики из фототравления. И интересная особенность этого грузовика то, что здесь двигатель находится под рамой и он ничем не закрыт. Как раз вы можете его наблюдать с правой стороны. Здесь получается шестицилиндровый рядный дизельный агрегат, и как раз от него выходит выхлопная труба. Также есть топливный бак, сзади колеса с односкатной ошиновкой, отлично сделаны задние фонари, присутствует регистрационный номерной знак, запасное колесо. И этот грузовик по размеру примерно такой же, как Mercedes от Neo Scale Models, который я вам показывал где-то год назад. И Mercedes модель, по-моему, 10 тысяч была. Тоже огромный грузовик. Я думаю, что у этих машин, если мы говорим о настоящем прототипе, довольно много унифицированных элементов. Во всяком случае, очень похожи колесные диски, также задняя балансирная тележка, топливный бак и другие узлы. Но вот такая симпатичная модель. И, конечно, если бы она была без повреждений, я думаю, она выглядела бы намного эстетичней. Так что этот грузовик когда-то все же будет отремонтирован. Возможно, у этой модели я доработаю съемный тент. Возможно, оставлю грузовик без тента. Он смотрится в таком состоянии тоже довольно нормально. И пишите ваши комментарии, есть ли в вашей коллекции похожие модели, приходила ли вам когда-нибудь масштабная копия в поврежденном виде, что вы с ней делали, отправляли обратно или пытались отремонтировать своими силами. Если вам понравился данный видеоролик, то не забывайте поддержать его лайком, вступайте в мои группы в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбуке и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о выходе новых видео на этом канале. А на сегодня это все. До новых встреч. Пока.